Подъем с переворотом, пожалуй, самый известный базовый элемент из уличной гимнастики, который развивает полностью верх нашего тела. Многие его недооценивают. Кто-то считает его сильно легким и бесполезным, а кто-то, наоборот, пытается и не поймет, ну как же его научиться. Я же раскрою вам подъем с переворотом с другой стороны. И поверьте, его сможет сделать каждый. Доказательство на экране. А чтобы понять, как научиться делать подъем с переворотом, нужно сперва уметь подтягиваться минимум 8-10 раз. А кто не умеет, не беда, ссылка в описании или в подсказке к видео справа вверху. Я делал подробный сюжет о подтягиваниях. Еще нужно уметь поднимать ноги носками к турнику хотя бы 5-8 раз. Видео по укреплению пресса также оставлю в описании. И держать уголок на ровных и согнутых руках хотя бы по 5-10 секунд. Все тренировки будем проводить в начале основной программы на свежие силы после хорошей разминки. Первое. Находим низкий турник, в идеале по грудь. В моем случае это получилось повыше. Но главное, чтобы вы спокойно доставали до перекладины с земли и была возможность подпрыгнуть с чуть согнутых ног. И теперь пробуем с такого положения либо запрыгивать поочередно, либо одновременно перекидывать две ноги. Делаем 2-3 подхода попыток по 3-4 повторения. А можно начать и вообще с одного раза. Тоже будет касаться и следующих упражнений. Не обязательно, чтобы каждый раз получался, но в идеале найти такой турник высотой, чтобы все же удавалось перекинуть ноги. Когда будет получаться более-менее стабильно, то подтянитесь на обычном турнике и начните раскачиваться. И на моменте, когда ноги возвращаются вперед на инерции, пытайтесь перебросить их через перекладину. Следующее упражнение, когда вы уже и так хорошо научились делать стабильно предыдущее, то пробуйте из положения в упоре на ровных руках делать плавные кувырки вперед. Старайтесь медленно опускать ноги. На данном этапе вы уже будете плюс-минус лучше чувствовать технику. И дальше разберем, как же перекинуть ноги силой после обычного подтягивания. Ну и основные сложности. А если вы недавно начали тренировки, либо давно занимаетесь и застряли, хотите быстрее прогрессировать, наверняка у вас накопилось много вопросов, и вам будет интересен мой опыт и ошибки. Я тренируюсь с 2011 года и подготовил для вас электронную мини-книгу. Там описаны практичные вещи по тренировкам, сделанные мной ошибки и приведен рацион питания. Если хотите поддержать канал, то заходите по ссылке в закрепленном комментарии. Я отправлю книгу каждому за поддержку донатом на символическую сумму. Это моя мотивация улучшать контент и работать дальше. Ну и пишите в личные сообщения, если нужна программа тренировок на рост ОФП, похудение, набор массы или изучение силовых элементов. В подъем с переворотом есть две классические техники. Переброс ног после подтягивания – это легче. И синхронное закидывание ног вместе с подтягиваниями. Сначала разберем первый. Основные сложности тут могут быть такие. Вот пресс вроде бы уже и сильный, но чем выше вы задираете ноги, тем больше руки разгибаются, и мы ногами упираемся в турник, и никак не можем подтянуться выше и закинуть ноги. Это говорит о том, что кроме пресса у вас слабая спина или руки. Попробуйте в группировке поделать вот такие подтягивания. Через время вы будете делать выше и выше и постепенно выпрямлять ноги. Можете по-прежнему делать небольшую минимальную раскачку для помощи, но постепенно избавляйтесь от этого. Для облегчения перекидывания ног делайте все упражнения глубоким, закрученным хватом, ну и по возможности с магнезией. И вот момент, когда вы силой почти закинули ноги, и главное их перекинуть выше коленки. А дальше можете согнуть ноги в коленки и одновременно тянуть себя руками. Так будет получаться не застревать первые разы, если делать с прямыми ногами. А со временем сможете так и с ровными ногами. Еще некоторые советуют в моменте переброса ног
как бы откидывать голову назад. Ну, чтобы легче было ориентироваться в пространстве и сделать кувырок и выход на ровные руки. Возможно, вам это тоже поможет. Дальше, когда стабильно делаете по одному разу, то уже стоит переходить тренироваться попытками на обычном турнике и с каждым разом делать больше подходов. Постепенно тело окрепнет, и вы сможете переходить уже к наращиванию количества подъем с переворотом. Тренировать его достаточно на протяжении 10-15 минут, в начале тренировками вот такими попытками. 2-3 раза в неделю или через день. Ну и давайте дальше рассмотрим усложнение элемента. Кстати, для удобного закрепления этого материала я оставлю текстовую расширенную версию в телеграм-канале Владарович. Там же есть и общий чат для обмена опытом с другими атлетами. Можно пообщаться, задать вопрос, нас там уже около 4000 человек. Заглядывайте. Если рассматривать усложнения, когда вы делаете уже от 5 раз в подходе, то первое — это будет синхронное поднятие ног и подтягивание, ну а потом уже переворот. Дальше, когда вы уже будете делать от 10 повторений, то можно попробовать перышко, то есть подъем переворотом, не касаясь турника корпусом. Тут нужен глубокий хват, взрывная сила и резкость движения, ну и попытки. Еще есть вариации медленного подъема переворота с заходом в горизонтальный упор на согнутых руках, как на брусьях, так и на турнике. Тут уже чисто сила. Ну и подъем переворотом одной рукой выполняется или через подтягивание на одной руке силой, или через технический вариант из направления джимбар. Но все это уже дополнительные опции, как говорится, по желанию. Подъем переворотом развивает и наш вестибулярный аппарат. Простыми словами, вы будете лучше управлять телом, держать равновесие в разных бытовых ситуациях, и не будет кружиться голова от резких движений или наклонов. Более того, скажу, что по развитию мышц это одно из лучших базовых упражнений, в котором работает все тело одновременно. Ну вот смотрите, напрягается спина, бицепс, пресс, трицепс, грудные, плечевой пояс. А во время выполнения развивается выносливость и дыхательная система, и все это в одном единственном упражнении. Посмотрите на этих мужчин, которые, казалось бы, уже в солидном для большинства людей возрасте, и все равно могут выполнить подъем переворотом. Главное, что вы получите от обычных подъем переворотом, это красивое тело, укрепление всех мышц и развитие выносливости и здоровья. Ну и возможность приблизиться вот к такому будущему в старости и быть в подтянутой форме, а не ходить с палочкой. Пишите в комментарии, если у вас остались вопросы, отвечать стараюсь каждому. Нажимай на плейлист на экране и смотри другое полезное видео. Атлет спит в каждом из нас, и я его разбужу. Автор сюжета — Владарович.